Всем доброго времени суток. Это Артем Спангана. Пишу на телефон. Посмотрю, что получится. Вчера мне задали вопрос. Как похудеть? Как удержать вес? Как оставаться здоровым? Что я для этого делаю? Да ничего особенного. Мой вес уже прежний, может быть, плюс-минус 1-2 килограмма на протяжении последних 3 лет. Что я для этого сделал, или как мне кажется, что на это повлияло, что я поменял в своем образе жизни, это в первую очередь, ни для кого это не будет какой-то сногсшибательной новостью или чем-то необычным. Про это много написано, про это много говорят, это сработало и у меня. Я поменял свое мышление. Ладно, я поменял свое питание. Не буду про это усложнять все это. Я просто начал менять свое питание. И это все. Помимо этого, я дальше продолжал после вот этого, после изменения после замены или что я из своей жизни убрал кое-какие продукты своего рациона и либо заменил их на более простые, более подходящие, более дешевые, более доступные и более оздоровляющие. Как я сказал, я это сделал 3 года назад. Я просто сначала постепенно, благодаря своей спутнице Яне, ее примеру и примеру ее друзей, когда я очутился первый раз в Таиланде со своим другом Андреем, я попробовал попробовал отказаться от мяса в моем рационе. Это было 2016 год, это была зима. И я сначала потихоньку начал отказываться просто только от мяса. Все остальное я кушал. Потом я решил поэкспериментировать и пойти дальше. И отказаться от вареной, обработанной, приготовленной на обычным человеческим способом, то есть с помощью кастрюли, сковородок, пищи жареной, вареной, пареной, любой. И больше стал есть овощей, фруктов, именно необработанных. Это называется сейчас сыроедение. Я назову это просто такое вот, просто обычное человеческое питание, в моем случае, для меня подходящее. К этому я еще добавлял кое-какие чистки по системе «Первый шаг» Анны и Ары Аруш, тоже мои близкие друзья. Благодарю их за поддержку и за то, что они делают. И вообще исключил из своего рациона любую приготовленную пищу. И скажу честно, что колбасило меня очень хорошо. У меня упал вес, килограмм, наверное, на 9-10, мышечная масса, все. Потом, как видите, то есть все вернулось. Но поначалу было тяжеловато, было слабо, мне было очень тяжело. Я переходил, назовем вот так, очень экстремально, очень быстро. И поэтому у меня был и такой результат. Наверное, это можно делать спокойнее, легче и без таких вот провалов, потому что мне пришлось все штаны свои, все брюки, я тогда еще работал в офисе, рубашки, брюки, то есть все мне пришлось ушить, потому что все с меня стало сваливаться, у меня на 3-4 раза уменьшился размер талии. И я на велосипеде еле ездил, я еле-еле поднимался по лестнице, то есть у меня сил вообще не было.
И так продолжалось где-то, ну я себя, правда, морил там и сухим голоданием, и только живыми продуктами питания, то есть необработанными, и клизмы я делал очистительными, ну, в общем, что-то я прям так, прям серьезно подошел к этому. Ну, все пошло на пользу, как вы видите, как мне кажется. Кто-то скажет нет, кто-то скажет да. Сидишь нам что-то тут рассказываешь, пацан молодой. Иди лучше вон на работу устройся. Кстати, скоро устроюсь. Доберусь до России. И да, вот и все. Вот так я начал с изменения питания, и потом я все перешел уже чисто на фрукты, на овощи необработанные, замороженные, сушеные, орехи, семечки, зелень. Все это ел необработанным, замачивал, кое-что замачивал, кое-что проращивал, кое-какие бобовые. Ну, а в целом я просто ел там. Просто бананы, просто финики, изюм. То есть все классно. Много рецептов всяких, наверное, сейчас в интернете. Я не слежу за этим. Мне и так хорошо, как я сейчас. И так продолжалось 9 месяцев моего сыроедческого опыта, или опыта именно питания необработанной пищей. Потом я стал опять путешествовать, и когда путешествуешь, хочется попробовать и то, и это, но все жареное, все пареное, все пахнет и вкусно, привлекает. Я начал опять кушать периодически и рыбу, и морепродукты, иногда потом даже курицу ел. Потому что сказали, что перед церемонией айваска, во время церемонии айваска нужно есть курицу, ну не знаю, может кому-то и надо. Не спорю. Так, дальше путешествовал, дальше ел. Ну, уже ел все подряд, но в основном без каких-то животных продуктов животного происхождения. Что сейчас называется таким вот словом, понятием веганства. Но я не хочу говорить, что там веган, сыроед, моноед, праноед. Нет, просто каждый может выбрать свой способ и свою дорогу, как ему питаться, и нет панацеи, нет стопроцентного какого-то пути, который подходит большинству и подходит всем. Нет, каждый выбирает свой путь. Я вот свой выбрал, я его нащупал и ощущаю, когда мне хорошо, когда мне плохо, и так я и тем самым вот пробами такими я выбираю свое питание. Никого ничего не навязываю, кто хочет, как и питайтесь, это дело лично каждого. Я выбрал свой путь, и вот благодаря этому, благодаря занятиям спортом, благодаря движению, благодаря путешествиям, благодаря общению с с людьми, которые меня окружают, с моей семьей, с моими близкими, любимыми, дорогими мне людьми, это все тоже наполняет, это все тоже помогает мне придерживаться дальше своих целей. Это касается уже не только в питании, это касается уже и более таких вот других направлений моей жизнедеятельности. И сейчас я могу кушать все вообще. Все, что я хочу. Просто мне уже не хочется. Потому что я знаю уже и чувствую, как свои ощущения до, после и во время приема пищи. И если я начинаю перегибать палку и ем то, что мне хочется, ну, прям вот иногда, не знаю, кому это хочется, ну, иногда мне хочется что-то, да, такого вот, какой-то кухни. И на следующий день, или под вечер уже, я понимаю, что ощущаю то, что это, наверное, больше я это кушать не буду. Ну, или буду, но теперь через какой-то промежуток времени. Потому что происходит со мной, если я перегибаю палку? Обычная обработанная
вегетарианская еда, если я перегибаю палку, да. У меня начинает болеть горло, у меня появляется... Я начинаю чихать, то есть как будто я прям вот... У меня какой-то, назовем это, что сейчас называется ОРВИ или каким-то вирусом, вот у меня начинаются первые симптомы, назовем его так, простуды, да. И все это переходит в легкое недомогание. Как будто вот ощущение, что поднимается температура, я плохо засыпаю, и даже мне может присниться что-то такое прям, ну, крайне интересное, от чего я могу проснуться. Вот так вот мой организм сейчас реагирует. Иногда может реагировать на попадание в него чрезмерного количества тех веществ, которые он должен на их переработку, на их переваривание, на их вывод, он начинает тратить больше ресурсов, чем с этим продуктом к нему поступило, да? И вот такими симптомами, такими вот сигналами мое тело мне сообщает о том, что Артем, обрати внимание. И Артем обращает внимание и делает выводы. Для следующего похода в ресторан какой-нибудь интернациональной кухни. Но уже это происходит меньше и меньше, реже и реже, и уже все-таки я обращаю на это внимание и слежу за тем, что происходит со мной после. И не хочу это часто повторять. Это бывает не всегда, но иногда может быть, поэтому просто я не перегибаю палку. Подведу итог. Как не набирать вес? То есть, если не хочется набирать, то есть я имею в виду, вес можно набирать, там мышечная масса может расти, еще что-то, да. Но как не набирать лишний вес, ну, как понять, есть ли у человека лишний вес или нет, но это есть таблицы, где можно рост человека с его весом актуальным одно на другое поделить. Ну, знаете, можно найти в интернете, и покажет процентуально, насколько кто-то далек от цели. У меня рост 1,81 м, мой вес актуальный, наверное, килограмм 72-73. Для этого я ничего не делаю, вообще ничего, кроме того, что я питаюсь в основном необработанной живой растительной пищей. Периодически я могу есть все, что я хочу, мясо и все, что я хочу вообще у меня. Я не парюсь по этому поводу. Если хочу, я съем. Не хочу, не буду есть. Все по ситуации, по ощущениям. Я занимаюсь спортом, растяжками. Сейчас ко мне приедет моя чудеснейшая местная целительница. Она будет делать мне массаж. Я вот ее жду сейчас. А так, да ничего особенного. Ну, медитацию делаю иногда, чуть-чуть растяжки, чуть-чуть йогу для беременных делаю, или по Татьяне Алексеевне Малышевой. Все, ребятки, все просто. Питание, еще раз питание, а движение и все остальное, но это по ходу дела. Хотя бы начните делать око возрождения. Хотя бы начните с этого. То есть уделить можно там 5-10 минут своего времени программе око возрождения, хотя бы для начала. Вот все, вот кто вообще хочет вот знать, с чего начать. Око возрождения и побольше живой необработанной пищи в свой рацион. И все у нас у всех будет прекрасно. И жизнь будет наполнена энергией, хорошей, любовью, добротой, деньгами, большими деньгами, хорошими друзьями, как у меня,
за что я им очень признателен. Не будет моих друзей, не было бы меня, потому что они со мной, семья моя, родители, друзья, это все, это мое все. Это очень важно для меня, как оказалось в результате. Вот, ребят, такие большие, простые, никаких секретов. Будьте здоровы, есть вопросы, задавайте. Делитесь, что делаете вы, я буду делиться, что делаю я. Все, всех обнимаю, это Артем Спангана. До встречи в Берлине, Гамбурге, Санкт-Петербурге, Липецке, Москве. В самое ближайшее время приглашайте в гости. Или я вас приглашу в гости куда-нибудь на встречу. Будем делиться, общаться, дружить, путешествовать. Все, всем пока. Хорошего дня.